Полно, ребята! Сегодня мы снова приоткроем страницы бортового журнала, чтобы показать, как играть одиночные ноты с помощью техники блокировки губами. Проще говоря, как попадать в одно отверстие на хроматической губной гармонике. Ранее, когда мы играли на губной гармошке, мы извлекали звук сразу из 3 отверстий. Получается, для того, чтобы играть одно отверстие, 2 других нужно блокировать. Есть 2 основных способа, как это можно сделать. Рассмотрим уже упомянутую технику игры с блокировкой губами, сокращенно БГ. А в качестве бонуса в конце видео Семен из канала Харпер расскажет, как играть с техникой блокировки языком или БЯ. Он покажет эту технику на диатонической или блюзовой губной гармошке. Этот способ звукоизвлечения не отличается от хроматики, в отличие от БГ. Но обо всем по порядку. Суть блокировки губами заключается в том, что мы блокируем 2 боковых отверстия и играем отверстие по центру. Для этого нужно облизать губы, поднести инструмент к рту, смазать слегка мундштук слюной для лучшего скольжения, немного поджать губы, лишь немного, напряжение создаваться не должно. По форме это примерно должно выглядеть так. Делаем выдох. Если вы, как и я, играете на хроматической гармонике в стандартном строе ключе до, то на 2 отверстии, а именно оно сейчас должно играть, будет звучать нота ми 1 октавы. В плане дыхания делаем все то же самое, что объяснялось в видео про ритм и дыхание. Если не смотрели, то посмотрите по подсказке выше, прежде чем извлекать одиночные ноты. В чем же отличие исполнения этой техники на хроматической губной гармонике в сравнении с диатонической? Как правило, на хроматических губных гармониках есть мундштук. Это вот эта деталь. А на диатонических мундштук отсутствует. Поэтому, играя с помощью БГ, нам не нужно обхватывать губами на хроматике крышки гармошки. Достаточно обхватить только мундштук. Более того, играя вот так, обхватывая еще губами и крышки гармошки, есть риск пораниться, потому что на некоторых моделях хроматики вот эта часть мундштука, сам уголок, недостаточно скруглена, и поэтому если ее обхватить, то ненароком можно пораниться. Как тренировать извлечение одиночных нот? Для начала обхватим губами отверстия с 1 по 3, как в ранее упомянутых роликах про ритм и дыхание. Сделаем выдох и, не останавливаясь, продолжим как бы поджимать губы с боков. Вместо аккорда постепенно должна заиграть одна нота. Если не получается, то можно поджать губы рукой, но только для того, чтобы запомнить это самое положение. После того, как начало получаться, сперва на выдох, потом на вдох. Пробуем сразу задать нужную форму, а потом извлекать саму ноту. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ничего страшного, если сразу не получается и вы слышите больше одной ноты. Поджимаем губы, находим одну нотку, далее повторяем, пока не начнет получаться. После того, как начало получаться,
пробуем перемещаться между отверстиями. Облизнем губы. Они должны быть все время влажными, поэтому периодически нужно делать вот такое движение. Смажем слюной мундштук. Извлекаем ноту на выдох на втором отверстии и относительно себя, не меняя дыхание, сдвигаем гармонику немного вправо. Нота ми должна стать нотой до, должна перейти в ноту до. Еще раз. Еще. Теперь то же самое делаем, сдвинув гармонику влево. Будет нота соль. Повторим то же самое на вдох. Еще раз. Поначалу может быть слышен переход между нотами в виде интервала. Это когда две ноты звучат одновременно. Постараемся постепенно добиться, чтобы этого перехода не было. Вот переход есть. Это без перехода. Чуть быстрее. Обратите внимание, что голова стоит на месте. Гармошка установлена ровно. Спина прямая, плечи опущены, а сам инструмент держим так, как показано в видео по подсказке выше. Еще раз. Перемещаем именно гармошку, голову не поворачиваем. Теперь попробуем сыграть отверстия по очереди. Выдох, вдох, выдох, вдох. Играем первое отверстие, выдох, первое вдох. Теперь перемещаем гармонику влево относительно себя. И одновременно с этим меняем дыхание, чтобы на втором отверстии прозвучал выдох, потом вдох. Первое выдох-вдох, второе выдох-вдох. Далее переходим на третье отверстие. То же самое, как и в случае перехода с первого на второе. На третьем отверстии делаем выдох, потом вдох. Получается, что после второго вдоха нам нужно переместить гармонику относительно себя влево и при этом сменить дыхание с вдоха на выдох. Играем второе выдох-вдох, третье выдох-вдох. Медленнее. Теперь перемещаемся на четвертое, но без смены дыхания. То есть, когда переходим с третьего вдоха, далее берем не 4 выдох, а 4 вдох. И только потом 4 выдох. То есть здесь комбинация меняется. Итак, третье выдох-вдох, четвертое вдох-выдох. Получилось, поздравляю, вы сыграли до мажорную гамму. Давайте проговорим еще раз. Первый выдох, первый вдох, второй выдох, второй вдох, третий выдох, третий вдох, четвертый вдох, четвертый выдох. Играем теперь от начала до конца. Сперва в медленном темпе. Сейчас не обязательно делать это ритмично. Главное стараться делать это как можно чище. Если поначалу будет грязь в виде аккордов или интервалов, которые будут появляться между переходами, ничего страшного. Пробуем снова. Пытаемся добиться чистоты. Еще раз.
Подытожим. Смачиваем губы, смачиваем мундштук, обхватываем первые 3 отверстия губами, играем аккорд. Постепенно поджимаем губы. Должно заиграть второе отверстие. То же самое делаем на вдох. Потом стараемся сразу брать второе отверстие на вдох и на выдох. Ну или на выдох и на вдох. Как только начало получаться, перемещаемся между отверстиями сперва без смены дыхания. То есть играем второе на выдох, первое на выдох, второе на выдох, третье на выдох, второе на вдох, первое на вдох, второе на вдох, третье на вдох. И затем играем до мажорную гамму, начиная с первого отверстия, затем идет второе, выдох-вдох, третье, так же как и предыдущее отверстие, выдох-вдох, а на четвертом меняем вдох, выдох играем. Такой последовательность. На этом все. Далее в качестве бонуса, как я и обещал, Семен покажет, как играть одну ноту с помощью БЯ. Я же с вами прощаюсь. Опускаем паруса. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Семена. Все ссылки в описании. Там же контакты, по которым вы можете связаться со мной и взять индивидуальный онлайн урок игры на как раз таки этой самой хроматической гармонике. Спешите, первый урок бесплатно. Приветствую всех, друзья. Приветствую, Дмитрий. И сегодня мы начинаем рубрику «Не умеешь сам, научи другого». Сегодняшняя наша тема – блокировка языком, классическая артикуляция. Сегодня будем учиться извлекать одиночные ноты с помощью блокировки языком. Что же такое артикуляция? Интернет нам об этом говорит, что артикуляция – это работа органов речи, необходимая для произношения определенного звука, а также положение органов речи при произнесении того или иного звука. Перекладывая все это на нашу тему, можно сказать следующее. Артикуляция – это работа органов речи для извлечения того или иного звука на губной гармошке, в нашем случае с помощью блокировки языком. Из названия сразу понятно, что блокировать будем языком, а вот что блокировать, давайте разбираться. Мы помещаем в рот сразу несколько отверстий губной гармошки, часть из них закрываем, то есть блокируем языком и извлекаем ноту из 1, 2, 3 отверстий. Все зависит от нашей музыкальной задачи. Как же это звучит? В этот самый момент хочется сказать тому, кто играет: покажи. А как показать? Вопрос. Что происходит у нас с органами речи? Я играю с правой стороны. Гармошка располагается с правой стороны рта. Играющее отверстие находится у меня в правом уголке рта, остальные отверстия заблокированы языком. Для того, чтобы это показать, на Авито я заказал вот такую штуку, тренажер, распечатанный на 3D принтере. Этот тренажер, он сделан с Marine Band.
и полностью копирует расположение отверстия на губной гармошке. Эта штука поможет мне показать, что же там происходит с языком, с органами речи. Сейчас будет анатомическая часть видео. Особо впечатлительных прошу удалиться от экранов. Постараюсь, чтобы на камеру было видно, что происходит. Значит, у меня есть зеркало, чтобы мне самому было видно, что происходит. Фонарик, чтобы вам было видно. Давайте попробуем. Надеюсь, стало более или менее понятно, что звучащее отверстие находится в правом уголке рта, все остальные отверстия блокируются языком. Что касается самой губной гармошки, то располагать во рту ее надо настолько глубоко, насколько вам это удобно. Если будет недостаточно, то звук будет плохой, не объемный. Если это будет очень глубоко, просто некуда будет девать язык. Ну, примерно вот так. Ну, если не видно, я покажу. То есть мои губы вот настолько заходят на губную гармошку. То есть практически губная гармошка больше, чем наполовину располагается во рту. Что ж, друзья, надеюсь, я хоть сколько-то прояснил эту темную тему, как блокировка языком. Сегодня мы коснулись извлечения одиночных нот, блокировка языком, но это только верхушка айсберга, потому что когда начнутся всякие приемы звукоизвлечения, то тема становится гораздо и гораздо интереснее. Желаю вам удачи в освоении извлечения одиночных нот, терпения, внимания и успехов вам, главное – здоровья.